Сказка «Принц Ворон», глава 9. Эпидемия. Злая ведьма вот уже несколько дней вынашивала план, как выманить заморашку из замка Ворона. Наконец план созрел, и она воскликнула: «Да, именно так я и сделаю!» Она позвала к себе слуг и приказала отравить воду во всем королевстве и дала им зелье. Ночью слуги обошли все колодцы до единого и подлили туда отравы. На следующий день во всем королевстве началась эпидемия. У всех болели животы и была сильная рвота. Созвали всех лекарей со всей округи, но и они не могли остановить эту болезнь. Именно в разгар этой напасти в королевстве вновь появился странник. От долгих странствий он был очень уставшим, ослабевшим и сильно хотел пить. Когда он подошел к колодцу и хотел напиться, то услышал чей-то голос: «Не надо пить эту воду!» Старик поднял голову и увидел маленького воробья, который сидел поблизости. «Не пей эту воду!» Снова услышал старик. А воробей не унимался и все щебетал: «Все отравились водой! Эта злая колдунья во всем виновата! Нужно противоядие! Нужно противоядие!» Прыгал воробей и продолжал чирикать. «Есть в лесу корешок, Анисия знает, она поможет, Анисия знает, Анисия!» Старик не стал пить воду из колодца, а медленно пошел в сторону леса. Он без труда дошел до хижины и позвал заморашку, но ему никто не ответил. Он зашел в хижину, убедился, что Анисии нет, поднял обе руки и нарисовал в воздухе магический знак. Этот знак засветился золотисто-желтым цветом, повисел в воздухе и исчез. Старик сел и стал ждать. В замке Ворона Анисия проснулась в прекрасном настроении. Она сладко потянулась, встала с постели, умылась и стала одеваться. Когда она взяла поясок, чтобы подпоясаться, дудочка, которая всегда была привязана к нему, засветилась ярким цветом. Из нее исходила волшебная мелодия, будто на ней кто-то заиграл. «Наверное, что-то с дедушкой случилось», — подумала девушка. Она взяла дудочку в руки и стала в нее дудеть. Перед дверью в ее покое в воздухе появился магический знак. Он засветился золотисто-желтым цветом и исчез. Вместо него появился странник. Дверь открылась, и он вошел в покое заморашки. Увидев старичка, девушка спросила: «Дедушка, вы в порядке? С вами ничего не случилось?» Забеспокоилась она. «Присядьте вот сюда!» Взяв под руку, она подвела его к стулу. «Дитя мое, сейчас не обо мне речь. В королевстве беда. Все колодцы отравлены», — присев на стул, сказал странник. «Мое доброе дитя, нужна твоя помощь». Снова обратился он к ней. «Я узнал, что есть один корешок, это и есть противоядие. И ты его хорошо знаешь. Нужно помочь, ведь страдают все люди, взрослые, старики и даже маленькие детки». «Хорошо», — ответила Анисия, — «только я не могу уйти вот так, не попрощавшись. Я должна сказать своему другу, что мне нужно покинуть замок. Дитя мое, нам никак нельзя медлить, иначе умрет много людей». «И то верно. Ладно, я согласна»,
согласилась она. Странник обратился к ней. «Дитя мое, то, что ты сейчас увидишь, не рассказывай никому, держи это в секрете», — попросил он ее. Она покачала головой в знак согласия. Старик нарисовал в воздухе магический знак, и они вдвоем вмиг оказались в ее хижине. Анисия сказала: «Мне нужно осмотреть больных, чтобы понять, как дальше действовать». Не успела она и глазом моргнуть, как они вновь переместились. На этот раз они оказались около дома, где был больной. Они вдвоем вошли в дом. На кровати лежал пожилой человек, а рядом на стуле сидела женщина. Это были муж и жена. Анисия подошла, осмотрела его, послушала, как он дышит, пощупала его пульс на руке, потрогала его живот и посмотрела его глаза. «Они все отравлены соком ядовитого растения. Нужно спешить. Они продержатся еще сутки, потом их будет трудно спасти. Я знаю, где растет корешок противоядия», — сказала она. Старик взял ее за руку, вывел из дома и спросил: «Ты помнишь то место, где он растет?» Девушка покачала головой в знак согласия. Они в одно мгновение оказались на поляне. Девушка приступила к сбору корешков. Она очень спешила, ведь нужно было собрать огромную охапку, выжать из них сок, развести с водой в равных пропорциях и только потом давать больным. Людям достаточно было несколько капель, но предстояло обезвредить всю воду в колодцах от ядовитого сока. Когда они собрали достаточное количество, дедушка снова переместился в хижину вместе с ней. Анисия приготовила противоядие, и с помощью дедушкиных способностей они обошли всех больных в королевстве и напоили их лекарством. Также обошли все колодцы, налили туда противоядие и обезвредили ядовитый сок. Не пострадали только те, у кого был старый запас воды в доме. В замке тоже никто не заболел. Королева распорядилась наполнить все бочки чистой водой до того, как отравить колодцы. Верные слуги доложили ведьме о том, что заморашка появилась в королевстве и лечит всех больных. «Я знала, что она обязательно придет», — ухмыляясь, проговорила злодейка. «Теперь я не упущу свой шанс». Колдунья переоделась нищенкой, взяла в потайном месте шкатулку с пилюлями и отправилась к заморашке. Подойдя к хижине, она схватилась за живот и, притворившись больной, стала громко стонать. «Ой, как сильно болит живот! Как мне плохо! Помогите кто-нибудь! Дайте воды!» Анисия услышала мольбы о помощи и поспешила на улицу. Дедушки в это время не было с ней, он куда-то отлучился. Она вышла, увидела бедную женщину, согнувшуюся от боли, и пригласила ее войти. «Проходите, пожалуйста, сейчас я вам помогу», — сказала она и провела ее за собой в дом. «Спасибо тебе, девушка, хоть кто-то услышал меня», — со стоном в голосе ответила злодейка. Как только они вошли, девушка повернулась к больной женщине, чтобы пригласить ее присесть на стул. Ведьма сняла с себя капюшон, протянула руки к Анисии, взяла ее за руки и прошептала: «Вся твоя красота теперь моя, а тебе достанется лишь то, что только могила исправит. Твой облик станет безобразен. Ты перестанешь говорить, будешь только рычать,
и тебя никто не сможет понять». Девушка стояла как вкопанная и не могла даже пошевелиться. Колдунья достала шкатулку, взяла 2 пилюли и подбросила вверх, нарисовала в воздухе какие-то знаки. Одна пилюля рассыпалась над девушкой и осыпала ее пеплом, а другая серебристым порошком осыпала ведьму. У ведьмы волосы стали черными, струящимися и блестели. Лицо стало белоснежным, красивым, с нежным румянцем на щеках. Губы приобрели коралловый цвет. «Ха-ха-ха!» Громко засмеялась ведьма злорадным смехом. Ее лицо было точь-в-точь, как у Анисии. Она одела капюшон и вышла прочь. Замарашка очнулась от того, что начала чихать, но ее чихание было каким-то грубым и громким. Она шевелила спиной, но ей это удалось с большим трудом. Что-то мешало на спине. «Дитя мое, ты дома?» — позвал старик, подходя к порогу хижины. К нему навстречу вышло чудовище. На спине у него был огромный горб, косматые волосы торчали в разные стороны, изо рта выглядывали большие кривые зубы. Старик взмахнул своими руками и произнес: «Бедное мое дитя, прости меня, я опоздал. Приди я немного раньше, этого бы не случилось». «Дедушка, о чем ты?» — раздалось в ответ. «Милое дитя, тебе придется уйти далеко в лес, подальше от злых людей, чтобы они не причинили тебе вреда». «Нет, я не хочу никуда уходить», — замотала головой Анисия. «Уходи, прошу тебя, так будет лучше. Я не могу допустить, чтобы люди возненавидели тебя за твой облик. Они забьют тебя до смерти», — повторил старик Замарашки. Замотала головой Анисия. Медленно и нехотя она пошла в лес. Странник стоял и смотрел, как ее фигура удалялась все дальше и дальше, пока совсем не исчезла среди деревьев. В королевском замке ведьма, придя в свои покои, сняла с себя плащ, подошла к зеркалу и стала любоваться собой. Она ликовала, прыгала, скакала и визжала от радости. Ведьма была счастлива от того, что у нее теперь такое красивое лицо. Она прыгнула на кровать, распластав руки и ноги по сторонам. Лежа в такой позе, представила себе, как она на свадебном балу в белом платье танцует с принцем перед всеми приглашенными гостями. «Их!» – завизжала она от этой мысли и захлопала в ладоши от удовольствия. В замке никто из слуг не заметил изменений во внешности королевы. Никто не обратил внимания, что у нее другое лицо. Она их всех давно заколдовала и сделала их послушными марионетками. Все они видели в ней только их хозяйку и больше ничего не замечали. Конец 9 главы. Мои дорогие друзья, закончилась еще одна глава, но это тоже еще не конец. В следующий раз
мы с вами узнаем, что случится с нашими героями дальше, как они будут справляться с трудностями. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи и сладких вам сладких снов!